С Железным Человеком у меня самые попсовые отношения. Я никогда так и не читал о нем комиксов, но при этом 2/3 моей жизни я с ума схожу от его фильмов, и когда-то даже знал историю создания всех Марков. Ворвался Iron Man в мою жизнь в достаточно интересное время, с раскатами AC/DC и харизмой восставшего из пепла инди-кино Дауни-младшего, по пути зацепив с собой целый ангар рок-н-ролльного настроения и замиксовав все ингредиенты в супергеройский коктейль. Вуаля! Как поразить и влюбить 6-летнего меня, при таком раскладе это было лишь риторическим вопросом времени. А зная, при каких условиях работала съемочная команда, сразу становится ясно, откуда фильм нахватал так много эмоциональных и живых сцен. Вся картина просто доверху забита импровизацией, а самый известный ее пример до сих пор пробивает нас на мурашки. Скажу честно, я Железный Человек. Но так вышло далеко не потому, что студия столь сильно доверяла Фавро, позволяя менять фильм чуть ли не на ходу, а как раз таки наоборот. Прямо во время производства сценарий мог быть легко переписан кем-то сверху, а порой так и вообще на руках имело сразу по 2 варианта одной и той же сцены. И что делать-то даже непонятно. Отчего Джефф Бриджес, опытный актер с не просто многолетним, но еще и ярким опытом, находился в дичайшем недоумении от такого расклада. Мы несколько недель работали над своей версией сценария, потому что первая нам не понравилась вообще. И в первый же день съемок пришла Marvel и просто выбросила наш сценарий, сказав, что так не пойдет. Нужно сделать так и вот так. И мы все были в растерянности, с каким сценарием работать, какие реплики говорить и как вообще быть. А справляться со стрессом от производства ему помогала лишь мысль, что он... Всего лишь работаю над студенческим фильмом за $200 миллионов. Ничего особенного, можно просто получать удовольствие. Ведь именно с этим настроением мы находились почти все актеры на площадке, кроме, наверное, Дауни-младшего, роль Старка для которого была не просто важна, а с минуты на минуту должна была реанимировать его карьеру, пульс которой, кстати, с каждым днем все замедлялся и замедлялся, постепенно доводя его и правда почти что до артхауса. Недоверие студии, общий скепсис по отношению к авантюре с первой в истории киновселенной, судьба коей была поставлена на кон сделки с банком, когда в случае провала картины, права на очень многих персонажей комиксов и их экранизаций должны были отойти банку, выдавшему денег на съемки первых картин киновселенной. Иными словами, Железный Человек — это одна из тех авантюр, в которые не вписался бы даже я. А я ведь вписываюсь почти во все, что попахивает рисками и рисками. Нет, так самый прикол в том, что я продал их на 40 минут, они смотрели рекламу, и им еще и понравилось. Еще раз? Как нехуй. Но, как мы знаем, судьба имеет своеобразное чувство юмора, а также чертовски обожает работящих. Железный Человек на выходе оказался, да, не идеальным, но крайне приятным бодрым боевиком про далеко не идеального, но интересного человека, ставшего на путь положительной арки персонажа. Ты спас мне жизнь. Не потрать зря. Не потрать ее зря, Тони. И если дальнейшую судьбу Айронмена в кино мы с вами прекрасно знаем, то вот с играми... Да, будет сложно, но оттого не менее интересно. Сегодня мы узнаем, в чем отличие игр о Железном Человеке друг от друга, почему они на самом деле плохи, и возможно ли вообще сделать интересную игру о нем. Поехали. Но, а как бы этот ролик начали по-настоящему авантюрные ребята? Сань, слабай что-нибудь? Пошел нахуй! Мажора похитили, уебали ракеты. Кто подождал, сделал костюм для побега. Пролетел по пустыне, приземлился и понял, что торговля оружием-то ужасно и больно. Собирает костюмы снова и снова. Летать и спасать, это же очень клево. Переворачивает танки, ломай вертолеты. Тони Старк стал первоклассным пилотом. Однообразные уровни, развития нету. Полеты, стрельба, репульсер и пеппер. Головка Табада и я похитил деваху. Спасаешь ее, даешь люлей старикану. Это полный обзор. Пошел нахуй, Егорка, выключай шарманку. Это время обзора. Для начала возьмем на карандашик простую аксиому. Сделать интересную игру о железяке нереально сложно. Особенно если твой бюджет не превышает бюджета моих бухлостримов. Это ёбаная овца, она охуенно теплая. Я твоих соседей сегодня видел, блядь! А завтра они тебя отпиздят нахуй. Или нас.
Да что там, даже опытные ребята, клепающие концепт-трейлеров несуществующих игр на ютубе, в душе не чают, что делать Железным Человеком. Поэтому в ролике он просто летает, стоит, еще летает самолетом и стоит, но уже в другом костюме. Да, это именно тот парень, что спас половину вселенной. Сложно создать что-то уникальное про персонажа с совершенно неуникальными способностями. Ну вот вы просто прикиньте, вот если слышать Человек-паук, вы сразу вспоминаете про полеты на паутине по маятнику, и вот вам уже интересная механика на уме. Бэтмен, тут мы берем антуражем и упираемся в брутальность всего, от буквально каждого удара до постановки заставок в Рыцаря Аркхема. А что у Железного Человека? Ну, он летает, никто же супергероев так больше не может, да? Ладно, летает он на лазерах, а еще ими же стреляет. И так ведь тоже никто не может, да? И тут дело в том, что крутость Айронмена далеко не в его способностях, а в его историях. Вот попробуйте сделать из истории про спивающегося супергероя интересный фильм. Если ты не совсем бездарен и понимаешь, на что делать акценты в истории, то справишься с легкостью. Потому что идейно демон в бутылке идеально подходит для картины о идущей под откос жизни миллиардера. А теперь попробуйте сделать из демона в бутылке интересную игру. И тут уже встает резонный вопрос. А на чё акцент-то ставить? Какие должны быть у игры механики, чтобы она была связана с депрессивной историей? Симулятор бухания онлайн? Алкотрипы? У Железного Человека просто нет каких-то уникальных сил. Среди всех киношных мстителей он чуть ли не самый яркий, точно самый харизматичный и запоминающийся, но его способность — это банальность из банальностей. То есть рядом с богом, бросающим молот, солдата, метко швыряющим щит, бывшей наемницей, метким, между прочим, тоже смертным лучником, и вставьте еще сюда имя по вкусу, есть просто чувак в железной броне, который делает из него Супермена. Вау. А еще бабки делают из него Бэтмена. ЖЧ даже в сравнении с Хоукаем концептуально звучит скучнее, и именно поэтому про него так сложно сделать хорошую игру. Так и надо ли вообще делать про него хорошую игру? Я искренне сомневаюсь, что ребята из Sega изначально хотели сделать что-то неприятное. Конечно же нет. Просто по видеороликам с разных стадий разработки легко понять, что ребята очень любили похвастать проделанной работой. Об этом давайте лучше как-нибудь по мере обзора. Да и судя по тому, что даже сегодня Electronic Arts не опускает рук в попытках продать нам что-то громкое по Железному Человеку, наверное, попытаться создать что-то хорошее все-таки стоило. В реальности же мы имеем сразу 3 игры по первому Железному Человеку. Но даже тут есть свои хитрости. Сделаны они разными студиями, но все берут за основу старшую версию для Xbox 360 и PlayStation 3. Сюжет фильмов которые решили дополнить придуманными от себя событиями. И если в фильме Старк, осознав всю опасность торговли оружием, совершил всего одну вылазку в пустынную Гульмиру, а остальные его приключения остались где-то за кадром, что, кстати, подтверждается кадрами со съемок, Тони и правда должен был навестить еще как минимум одно место, где зачистил бы склад от террористов, то игры просто берут и расширяют этот промежуток до масштабов полноценной игры. Дескать, Тони за кадром успел слетать еще и в Сибирь, метнуться в соседнюю пустыню, сразить хлыста и как раз таки подоспеть к заварушке с Абадаей под конец. Удобное и логичное решение, это мы одобряем. Большая версия была эталонной при разработке версии для PlayStation 2 и версии для Nintendo DS. Поэтому сами задания, их завязки и катсцены между ними идентичны в каждой из версий, разве что окромя Nintendo DS. Там места для видео на картридже не нашлось, поэтому их заменили подходящими картинками. То есть это буквально одна и та же игра, но в иной перспективе. Поэтому, если я расскажу вам совершенно все про одну из версий, то вы будете знать точно то же самое все и про другие. Вот так просто одной фразой я дал себе карт-бланш на смешивание кадров из разных версий. Запишите на полях. Если в 2008 вы играли в версию для PlayStation 2, а ваш друг версию для Xbox 360, то при разговоре вы могли даже не понять, что говорите о совершенно разных играх. А, братанчик, слушай, я вчера Железного Человека перепрошел, ты в него играл? Погоди, ты сейчас про того, где всю игру нужно было тупо летать и стрелять, там еще зеленый взрывающийся босс был, да? Да, она. Еще что прикольно, наш по фильму, там миссии иногда почти что в кино позволяют сыграть. Ну, не совсем, время суток же не совпадает с фильмом. Да? Не, у меня все нормально. Может, у тебя просто пиратка кривая была? Слушай, а у тебя в начале Black Sabbath играл? Ты о чем? Какой Black Sabbath? Ну, я про... I am Iron Man. Ту-ту-ту-ту-ту. Не звони сюда больше. Пиздец. Так а почему же все настолько лениво получилось? Дело в том, что большая версия была разработана компанией Secret Level, ныне известная, кому-то, наверное, известная же, под именем Sega Studio Сан-Франциско. И если что первое, что второе имя вам вообще ни о чем не сказали, то поздравляю, у вас пока что все в порядке с личной жизнью. Secret Level до Железного Человека делали в основном очень малоизвестные игры. Настолько малоизвестные, что самой громкой из них была Star Wars Starfighter. Вот это вот. И раз уж Secret Level делают большую версию за ящик пива и обещание перезвонить после бурной ночи, то и для малой версии надо подобрать компанию под стать, чтоб прям вот вообще ни на что не годилось. В идеале, пачку бездарей, готовых за спасибо и полбуханки хлеба сделать целую игру.
И представьте, им это тоже удалось. Железного человека для PlayStation 2, PSP и ПК вымучили в своих потных лапках люди с не менее печальной историей. Artificial Mining Movement до Iron Man по сути занимались... да, хуйней они занимались. Просто какое-то море дешевых игр по фильмам и мультсериалам. И целый эверест портов больших версий игр для малых консолей. Зачастую почему-то выходивших только для малышек Game Boy Advance или Nintendo DS. Естественно, консольки маленькие, портативные, к тому же еще очень слабые. И то ли из-за их ограничений, то ли из-за политики компании в разработке, почти все игры представляют из себя однотипные, отсюда, кстати, и шаблонные, платформеры с видом сбоку или в небольшой изометрии. Конечно, так будет далеко не всегда, и уже после Железного Человека AMM выпустит еще несколько вполне себе сносных игр, но что до всего этого 2.5D Underground, то, открыто говоря, из всех вышедших у AMM игр, я когда-то в детстве играл только в Могучих Рейнджеров. И знаете, в 0 лет это было вполне даже нормально. Затем AMM переименуется в Behavior Interactive и все так же продолжит делать хуйню, среднесортный продукт. А за постоянное штампование и самокопирование им даже однажды прилетит по шапке. Но это уже нас никак не волнует. Железный человек для PlayStation 2. И я, наверное, выбрал не самое лучшее время для камин-аута, но Ferrum Human был одной из моих самых первых компьютерных игр. А вот уже самый первый был Spider-Man Friend of Foe, тоже, кстати, творение Behavior. А вторым был NFS Underground 2. И в обе я очень много наиграл в детстве с отцом. Вообще-то, второй Андер это просто душное говнище. Саш, он опять ко мне в видос залез. Ну, не знаю, как по мне, второй Underground это лучшая игра в серии. О, у меня, кстати, тоже. А вот уже почетное 3-е место в моем детском сердце гордо занимал этот пластилиновый Дауни-младший. Вся игра представляет собой самый обыкновенный пластмассовый тир, в самом банальном его понимании. Интересно, ты смертный здесь? Да, смертный. Или нет. Мы много летаем, много стреляем и иногда деремся в рукопашку. Ломаем много построек, взрываем танки, отрываем хвосты вертолетом и доводим до тахикардии боссов. И, по-моему, у него, блядь, это тахикардия у Челикса. Он слишком часто бьется, блядь. Слишком часто, разве? Ну, смотри, тык, 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 Это тык, нормально. тык, тык, тык. Но он волнуется Да пусть просто, чё ты? Блядь, бедное сердце, ты посмотри, блядь. Сука, гибко ускоряет. Смотри. А, все? А, нет, нормально. Еще можно ускорить. Все, да ускорился, блядь. Спиды принял, решил ускориться, сдох. Чё вам еще надо? Все это добро в меру присыпано красивыми скинчиками, чтоб глазки радовались. Есть прокачка вооружения. До сих пор, блядь, не понял, как она работает. И вот, ближайшие пару часов вы проведете в комфортабельной броне, скитаясь от уровня к уровню раз в 20 минут. Коих здесь, кстати, 10, и на каждом из них вы будете делать одно и то же. Беги, стреляй, ломай и по кругу. Кстати, не помню, говорил ли я вам, но на каждой из локаций мы делаем одно и то же. Просто летаем, стреляем, ломаем и по кругу. А еще я говорил вам, что на каждой из локаций мы просто бегаем, летаем, стреляем. Сэр, это начинает неслабо раздражать мои виртуальные нейросвязи. А по-нашему с Behavior Interactive мнению должно быть весело. Так вот, игры по Железному Человеку выбрали путь расширения истории фильма. К сюжету о предательстве Абада и Стейном и пути исправления ошибок добавляется еще и прикольная отсебятина Secret Level. То есть, все игры начинаются с побега из плена. Но даже тут версии уже начинают понемногу расходиться. Пока в играх побольше катсцены есть, Nintendo DS обделили, и в игре остались только слайд-шоу с кадрами из фильма. Ладно, а если вы когда-то играли в ПК-версию, то точно помните, что сам побег сопровождался песней группы Black Sabbath Iron Man. Что мне не скажите, но первая ассоциация с этими локациями у меня именно такая. Black Sabbath играли и в оригинальной PS2 версии, а вот в той же самой игре, но уже на PSP, трек был почему-то вырезан. Скорее всего, его выкинули из игры из-за малого объема памяти UMD дисков, за что, конечно же, жаль. Ведь весь шарм этой локации без песни для меня сразу же теряется. Выбравшись из плена, Старк возвращается домой, закрывать производство оружия своей компании и собирать новый, усовершенствованный Марк Железного Человека, Марк 2. Костюм предназначенный только для полетов, без какого-либо вооружения под броней. Да и брони там, кстати, тоже не было. Это самый первый прототип, созданный исключительно для полета. И если не вдаваться в подробности, то именно Марк 2 в свое время и пытались воссоздать разрушители мифов. Интересно, кстати, видео, я советую ознакомиться. Костюм был мало протестирован, отчего фраза «Сэр, для реальной попытки полета не просчитаны еще терабайты данных». Джарвис, не можем ходить, будем бегать. Готов? И 3, 2,
обретает еще более тестостероновый настрой. Сам первый полет проходит успешно. Но вот только в конце склады Старка атакуют солдаты Маджа. И в обеих версиях мы отбиваемся от нападения. Но вот только в старшей почему-то весь движ Париж происходит не ночью, а днем. Спустим на первый раз, потому что до этого хочу докопаться потом. Все действо представляет собой бодрейшую стычку. А если вы еще параллельно включаете на фоне любимую музыку, как это сделал я, то претензий к игре не возникает вообще. Ну, ладно, на самом деле есть у меня в запасе одна глупая подковырка. Вся суета происходит на клочке карты, который расположен между водой, горами и полем. И вот. В фильме этот кусочек карты вообще-то был невзначай склеен из городка Малибу, что находится в округе Лос-Анджелеса, и самого Л.А. И вот верите ли вы, что эти 2,5 квадратных километра — целый Лос-Анджелес или хотя бы солнечный Малибу? И я нет. Но это так, мои странные придирки. Хоть и на заметку, в малой версии иллюзия большого города за пределами этой зоны создавалась. Вот так, конечно, да, стрёмная растянутая темная картинка и невидимый барьер, но работает же. Сделав окончательные выводы о том, как важно вооружение и броня в костюме, Старк моделирует классический красно-желтый Марк III. Даже не говорите, что не мечтали о таком же. А как только отправил его в покрас, сам мчит на благотворительный вечер. Но как бы красиво не начиналось мероприятие, Тони узнает, что поставки его оружия почему-то все еще продолжаются, а его собственная компания намерена убрать Старка с поста главы. Осборн референс. Здесь же Тони уже начинает осознавать, кто из его окружения продавал оружие тем террористам. Этим человеком, кстати, и был вечно недовольный условиями съемок Обадая. Вернувшись в свой гараж, Тони решает подойти к делу основательнее и собирается просто оружие уничтожить. И вот мы у той точки истории, про которую я говорю второй раз. Начало оригинального игрового сценария. Но только в фильме Старк, прилетев в Гульмиру, раскидал десяток тел и, получив по шапке от танка, устроил гонки с истребителями, то в игре мы прилетаем, раскидываем 100 тел и еще 15 зданий, 20 автомобилей, а затем на нас спускают Дредноут. Дредноут. Больше похоже на воздушную подушку, на которой в детстве до бабули добирался. Но кто знал, что у моего старого знакомого в кармане заваляются еще и ракеты, отчего расковырять бедолагу становится немного сложнее. Потому что снаряды летят от тебя не просто откуда-то сбоку, а со всех сторон. И даже как-то раз было такое, что пока я записывал прохождение для ролика, мне удалось добить Дредноут, я чутка начал расслабляться, не заметил свое количество здоровья, и меня тут же добили. А игра, не успев сохранить за мной победу, отправилась на рестарт. И мне снова пришлось проходить все задание с самого начала. Это не сказать, что частая ситуация, но пройти игру, не получив урона, просто невозможно. Потому что здесь сложность задается не просто при помощи создания уникальной обстановки с уникальным подходом к боссу, который надо еще осознать, понять и использовать. Нет, тут тебе просто нельзя зависать на месте, потому что здоровье начинает стремительно падать. Ровно в этот же момент. Да даже лететь на сверхзвуковой спокойно нельзя. По тебе тоже частенько что-то попадает. От чего приходится как турбовеник вращаться из стороны в сторону. Мы замеряли, насколько много снарядов можно отправить в игрока одновременно, чтобы это вызывало сложность, но при этом не давило на него. Я вот чё-то хуй его знает, что он там замерял с таким серьезным видом, но его баланс не работает вообще. Иногда тебя раскидывают с 200 пуль, а иногда с 10. И одно время ты чувствуешь себя неубиваемым Суперменом, а иногда тебя давят и зажимают, как восьмиклассницу в углу школьного коридора. И вот где-то здесь у меня начало появляться достаточно стойкое чувство, что Secret Level решили прыгнуть выше своей головы, взявшись за контракт с Marvel Studios. И так и не смогли правильно расставить приоритеты в разработке. Ведь они за каким-то боком звали к себе в офис не только актеров из фильма, чтобы те позвучали за своих персонажей. Что, кстати, круто. Ну и для чего-то приглашали самих Джона Фавро, между прочим, режиссера фильма, и Стэна Ли, одного из авторов Железного Человека в комиксах, показывая им результат своей работы. Собственно, ребят, а с какой целью вы это делали? Извините, нахуя? Крайне правдоподобным. Я почти не вижу отличия от фильма. Around the world. И вот Secret Level с серьезнейшим видом сдают работу в срок, а на выходе уже ты в это играешь и не понимаешь, зачем ты вообще в это играешь. Усложняет задачу еще и то, что на каждую миссию мне было выделено в среднем 9 минут на прохождение, потому что играл я на эмуляторе, который так и не смог до конца адекватно настроить. Из-за этого игра каждые 8-10 минут благополучно вылетала. И из-за этого же я очень много миссий в большой версии прошел по нескольку раз, а некоторые так и вовсе пришлось нагонять на ютубе. Невеликое упущение, сказать честно, но на восприятие повлияло не слабо и, возможно, я все-таки не слабо предвзят. А вот в младшей версии все проходится куда проще. Мы влетаем на небольшую кратерообразную территорию, где освобождаем несколько заложников и за одной из стен находим проход до того же Дредноута. Да и сам бой тут не сказать, что какой-то сложный, скорее просто странный. Как же он бегает, блядь.
Завалив этот самый дредноут, ВВС США спускают на Старка 2 истребителя. И когда в малой версии это просто катсцена, то в большой мы сбиваем истребители. Круто? Конечно. Поиграя я в это в детстве, то с меня бы еще месяц не сползала идиотская улыбка. Катсцены у обеих версий, кстати, одинаковые. И ладно, клянусь правым коленом, если бы вы только знали, какая ему пизда, это последнее упоминание их схожести. Но что забавно, из всех 10 миссий только 3 как-то попадают в сюжет фильма. И у 2 из них в большой версии не совпадает время суток. Шутка ли это? Оттого при прохождении старшей версии у меня возникало странное чувство, будто я играю во что-то немного альтернативное сюжету кино. А вот чувство чего-то альтернативного нормальному управлению меня посетило именно в версии для ПК. Поскольку это просто портированная с PS2 игра, то на ПК она работает с ее оригинальным исходным кодом. Как и всегда при портах игр с консолей, это так, на заметку чисто. Но вот только AMM то ли не додумались, как нормально адаптировать управление, то ли просто поленились, и в итоге просто переназначили кнопки ходьбы и приколхозили управление камерой на мышь. Приколхозили — это самое культурное слово, которое я смог подобрать, ведь мышь передает свой сигнал с закосом на эмуляцию правого стика геймпада. Блять, ты... Автор, сука! Да почему он не поворачивает? Бля. О, блин. То есть, все же осознают разницу между вот этим и вот этим. На геймпаде просто невозможно совершать резкие переводы прицела, потому что у стиков есть такой параметр, как сглаживание движения. В тех же самых шутерах на ПК, что и на консолях, сглаживания мыши нет, потому что оно просто не требуется. И если и накладывается на движение камеры какой-то особый эффект, то на ПК это наоборот ее ускорение, для еще более резких движений. Тут же есть чувство, что мышка эмулирует движение правого стика, потому что совершать какие-то резкие развороты или просто микроконтролить прицел до невозможного сложно. Поэтому местная автонаводка, оставшаяся от PS2 порта, приходится как нельзя кстати. Ну и говоря про эмуляцию правого стика, в младшей консольной версии мы летаем не только с помощью левого стика, но и подруливаем персонажем с помощью правого. То есть мы используем сразу два, и таким образом Железный Человек в наших руках ощущается в несколько раз интереснее и тактильнее. Мы можем его ощутить в гораздо большей мере. Что-то подобное вы можете найти в Disney Infinity или точно почувствуете при игре Мстителей от Crystal Dynamics. Но на ПК стиков нет, поэтому левый сосочек перенесен на классический WASD, а правый закономерно мышка. Но мышку нельзя взять и постоянно удерживать, ее приходится вести через весь коврик, лишь бы влететь в этот чертов поворот. Да ты заебал! Майер, блять, ну не поворачивает так, как долго. Неприятное чувство, поэтому летать я пытался только на WASD и никак иначе. Да, кривота, отсутствие хоть какой-то эстетики, но в принципе проходибельно. Но что еще страннее, как бы ни было некомфортно летать в ПК Железном Человеке, в Xbox версии летать мне нравится меньше. Мало того, что летаем мы больше не на двух стиках, а только на левом, из-за чего управление стало резче. И тут, конечно, вкусовщина, но слишком резкие стрейфы во все стороны меня очень отталкивают. Поэтому если мне и придется выбирать между этим, и хоть Кузнецов и завещал не выбирать вовсе, я выберу первое. Но чего точно не отнять в обеих версиях Iron Man'ов, если вы никогда в них до этого не играли, увидев впервой, вам точно захотелось в них поиграть. Ведь выглядят они даже сегодня достаточно сочно. Младшая версия просто цветастая, а большая графонистая. Плюс это сейчас, когда мы насмотрелись плавных анимаций после какого-нибудь Uncharted или Человека-паука, анимации Железного Человека здесь вам уже никогда не покажутся такими же красивыми. Но вот в 2008-м это ощущалось примерно вот так. Да и что врать, моментами это до сих пор так ощущается, потому что в игре есть расхваленная система распределения энергии по костюму. Хочешь лететь быстрее, усиливай репульсоры на ногах, хоть при этом ты и теряешь в прочности и уроне. Направляешь в броню, у тебя становится больше здоровья, но урон все так же низок, и полеты становятся не так быстры. А если направляешь на реактор, тогда падает скорость и здоровье, но сможешь стрелять из груди мощным лазером. А вот если ты используешь четвертый режим, то все распределяется поровну, и появляется возможность стрелять из двух репульсоров сразу. Мой любимый режим, кстати. Но самой главной атакой в игре все равно остается рукопашная. Ведь ручные атаки младшей версии — это самый жесткий и надежный прием, наносящий урона больше, чем ракеты, пулеметы и репульсоры. Да еще и к тому же магнитящий тебя к врагу чуть ли не намертво. Представьте, насколько вот эти микрокулачки на самом деле опасны. Поэтому каждый раз, когда я встречался с каким-либо танком, врагом или боссом, то я старался не тратить на него много времени и атаковать именно кулаками, жертвуя и рискуя вообще всем остальным. Кстати говоря о боссах, здесь их от силы штук 5, одним из которых и был тот воздушно-подушечный танк. С остальными шишками все куда проще. От хлыста, Марка Скарлотти, мы чуток уклоняемся при набеге на нас, и вот это прям вот типичный босс-файт с носорогом в любой паучьей игре. От Титаниумена мы просто держимся на расстоянии, а как только он начинает смекать
привыкать, что по нам было бы неплохо хотя бы разочек попасть, то уклоняемся из стороны в сторону. И так 2 раза за игру, пока у Титана, как и у всех боссов, не случится приступ тахикардии. А в стычке с Брунахорганом надо лишь незатейливо уклоняться от его многоуронных атак и только затем бить в мордас. А вот уже с самим Абадай и наебовичем Стейном мы деремся точно так же, как это было в кино. Заманиваем его под удары ядерного реактора и наносим дополнительный урон, не поверите чем, кулачками. Канон? И даже если вдруг вас чисто случайно каким-то чудным образом смогли уронить в малой версии, то запускается простенькая мини-игра, где надо попадать по клавишам в ритм. В очень несложный ритм. Ну или если вам не жалко потратить одну из нескольких доступных вам попыток провала, то просто жмете заранее неверную кнопку и встаете, как ни в чем не бывало. Такой вот простенький абуз. В игре, кстати, встречается момент, когда мы на очередной вылазке уничтожаем наше оружие, ведь мы этого еще ни разу не делали, правда? Но из кабины заледеневшего Халикейрера наш разум пытается захватить персонаж по имени Наступают. Кто наступает и на кого, это все не важно. Важно, что для возврата нашего разума в нормальное состояние надо сопоставить 2 картинки друг с другом. После этого, на какое-то время, наше управление инвертируется. То есть, нажимая вперед, мы летим назад, влево это вправо, и знаете что? Это круто. Что в детстве это решение оказалось мне оригинальным, что сейчас. Иммерсивность, мать ее, в мать его Iron Man. С наступают, все, конечно же, будет кончено. Но покончить с переводом а-ля Фаргус тут будет сложно. Официально игра для России переведена никогда не была. То есть вшитого русского языка здесь просто нет и быть не может. Если вы когда-то играли в Железного Человека на ПК с переводом, то поздравляю, вы точно застали на своем экране кривейшую адаптацию почти всех реплик. И, конечно же... Жми вместе Шаади, мышь сделает героя более крепким. Что за хуйня? Выбор брони. Марк 2. Созданный с перспективом броня Марк 3 могет. Блять, как выйти? А я сохранился? Да, все пока. Дом мафия. Дом мафия. Сука, я не могу. Вот это, кстати, опции, если ты не понял. Кно 2. Контрол Ж. Аудно. Аудно. Ты напытался. Там еще да, так мемно написано. Но что круто в любом переводе, так это то, что Дауни-младший озвучил Тони Старка и для игры. Да, озвучил он тут от силы минут на 20, скорее всего с бодуна и записав все это на диктофон старенькой Nokia, но это хотя бы что-то. Тем более, его голос ложится на катсцены, которые просто не могут дать какого-то особого простора в актерской игре. Поверьте, я понимаю, о чем говорю. Умоляю, скройся в страхе. Ладно, ну вот и все. Неплохая получилась история. Интересная, веселая. Да, вечерок сложился не лучшим образом. Но я верю, все, что не делается, все к лучшему. Да и давайте не будем врать самим себе. Все, кто играл, всегда пропускали этот мыльный парад кринжатуры и переходили сразу к игре. Просто потому, что это очень жалкое зрелище. Жалкое зрелище в обеих версиях сразу. Nintendo DS в этом плане, оказывается, даже повезло. Ведь там, как мы помним, этих роликов просто нет. За место этого там есть слайд-шоу, тоже, кстати, озвученное Дауни-младшим. Всяко лучше, чем... Да, что угодно лучше, чем... Но все же, старшая версия при игре смотрится все равно лучше. Этим я точно никого не удивлю. Хоть и даже тут я могу докопаться. В игры мы привыкли все-таки играть. А играть в старшую версию еще душнее, чем в PS2. И сказал я это сейчас далеко не из желания засрать то, во что я не играл когда-то в детстве. Или не застал на релизе и сейчас не могу отнестись непредвзято. Отнюдь нет. Я всегда знал про обоих консольных людей из железа, и я всегда хотел в них поиграть. Но скачав эмулятор PlayStation 3, а позже запустив эти игры, совсем не завышая себе ожидания, кстати, я честно, единственное, что хотел, это получить от них удовольствие. И думать, что они гораздо лучше того, во что я играл в детстве. Но, увы, живой в 20-х годах. И я очень привык к тому, что игры должны в первую очередь давать тебе эмоцию или как минимум развлекать. Этого и не хватает консольным Iron Man'ам. Они прям душные. Их духота проявляется, чувствуется и давит в первые же 15 минут. И если в малой версии уровни были не особо просторными, оттого и проходились довольно быстро, то масштабы продолжительности большой версии вы можете спокойно умножать на 2. Это отнюдь нехорошо, потому что я в открытую начинаю скучать. И это было заметно даже на моих стримах по Iron Man'у. Короче, просто под музычку летаешь и все это зачищаешь. Тогда нормально, но играть вот это как-то целенаправленно мне очень тяжело. А затем я уже в открытую начинаю уставать от постоянного ковыряния одних и тех же вертолетов, танков, еще вертолетов и еще танков, а кстати еще вертолетов и прочих установок Маджи. Вторая часть Iron Man мне, кстати, нравится даже немножко больше. Мне доставляет ее главное меню, ее катсцены почему-то ностальгически пробуждают во мне воспоминания, как я смотрел их в роликах на ютубе и хотел поиграть. А также безумно люблю тот синематик с отсылками ко второй и первой части.
А вот в самой первой части я как ребенок радуюсь проработке мелких анимаций нашего костюма, раскрывающимся закрылком, например, и его разрушаемости. Но как бы то ни было, обе версии подходят к своему гранд-финалу. И вы сейчас точно посчитаете меня фанатиком малышки, но мне и правда нравится постановка финала в PS2 версии больше, чем старшей. Просто потому, что она очень грамотно косплеит фильм и не успевает мне надоесть. Абадая окончательно принимает звание Dead, но далеко уже не только инсайда, и тут пора бы подводить какие-то итоги, но я вроде как подводил их на протяжении всего ролика. Ладно. Эй, Джарвис. Сэр, для реальной попытки итогов не просчитаны еще терабайты данных. Джарвис, не можем ходить, будем бегать. Готов? 3, 2, 1. Так и какие же на самом деле игры о Железном Человеке? Могу ли я гордиться, что играл в них в детстве? Или мне стоит все-таки с позором их позабыть? Где же правда? А правда в том, что эти игры — самый простой проходняк, созданный для сруба денег на актуальной теме. И еще одна правда в том, что ни одна из них не достойна ролика, который вы сейчас смотрите. Я это понял, пока писал ролик полгода, пока пытался придумать что-то интересное. Поверьте, они реально этого недостойны. А возвращаясь к твоему вопросу из самого начала видео, возможно ли сделать о Железном Человеке хорошую игру? И знаете, даже если мы возьмем все самое лучшее от каждой версии и соединим вместе, то есть адреналиновые файты возьмем с 360-го, а контроль персонажей и разнообразие локаций стачим с PS2, то та воображаемая игра все равно не станет полноценной и стоящей внимания. Потому что у нее нет своего стиля, нет оригинальных броских авторских решений, как и самих оригинальных авторов. Единственные, кто есть, это взрослые мужики с серьезным видом, четко поясняющие каждое свое решение. Но в реальности их решение полная хуйня. Это как я во время рабочего дня придумал странную идею, рассказал о ней друзьям. На релизе она нашла отклик у пары сотен тысяч людей, и теперь мне надо делать вид, что все так и было задумано с самого начала. Как будто я действительно понимал, что делаю. Но, увы, все было не так. Только мне хватает смелости в этом признаться, а Secret Level этого не позволяет контракт. Такими душными Iron Man 2008 кажутся не только сегодня. В самом же 2008 их разгромили совершенно заслуженно. А читая русскоязычные рецензии тех лет после написания сценария, я убедился, что был прав почти во всех своих предположениях. Ведь Железный Человек в 2008 действительно цеплял игроков только графикой, в случае с большой версией. А малая была просто заглушкой для консолек на тот момент прошлого поколения. Чтобы, как говорится, детишкам победнее было во что поиграть. Тотальнейше грустно. А узнав, что ПК-версию в 2008 продвигали как большую, с ее скриншотами и трейлерами, я ничего кроме огромного презрения к АМ Бихейверовичам испытывать не могу. И вот, снова возвращаясь к теме оригинальных решений и вопросу, возможно ли сделать хорошую интересную игру про Айронмена, я скажу вам, да, конечно же это возможно. Но до сегодня этого сделать не смог еще никто. Да, я держу кулачки за будущий проект электроников, но особо ни на что уже не надеюсь. Как я и говорил в самом начале, игры про Айронмена пошли изначально немного не туда. Персонаж, запомнившийся своими поступками и личностью, скован рамками обыкновенного ебобаного шутера от третьего лица. Игровому Железному Человеку уже давно нужно либо легкое форматное переосмысление, привет, ребята из Insomniac, вы крутые, либо же надо было просто подстроиться под героя, уйдя в формат, например, того же интерактивного кино, которое, правда, в 2008 еще никем не считалось чем-то крутым, но уже тогда там царствовал дядя Кейдж и собирался разъебывать. Спойлер, разъебал. Отличным примером может стать Batman Telltale Series, куда они смогли впихнуть и интересную историю, и экшен, и при этом персонаж остался собой. Как же я хочу видеть что-то подобное по Iron Man'у. Либо же изобретая что-то иное, квестообразное, опять-таки похоже на Telltale, что-то дающее нам возможность провести больше времени не просто летая в броне и ломая однотипное все, а провести время именно с Тони Старком. Человеком, который куда важнее, чем железо в названии. Либо же можно было направить игру по рельсам Макса Пейна, где Remedy ловко умели вписать и образ Макса, и целый сюжет в бесконечный парад прыжков в слоумо. При этом, кстати, следить за сюжетом на фоне постоянного, тоже, кстати, шутерного экшена не надоедало. Но, увы, цели при разработке этих игр были заключены только в потенциальном заработке на эмоциональных детишках.